Şimdi portakallı lokum yapacağız. Onun için 1 su bardağı portakal suyu. Bunu istediğiniz meyve suyuyla da yapabilirsiniz. Hazır meyve sularıyla da olabilir. 1,5 bardak su, 1,5 bardak şeker, 1 барdak нишаста. В общем, сейчас будем делать лукум, известный всем турецкий лукум. Можно сделать это, например, мы делаем из апельсина. Апельсиновый сок настоящий. Можно сделать из любого, который вы можете купить в магазине, например, любой сок. Но желательно, наверное, все-таки с кислинкой. Нам надо 1,5 стакана сахара, 1,5 стакана воды и 1 стакан крахмала. Крахмал лучше брать, конечно, кукурузный или рисовый. Şimdi hepsini tencereye koyuyoruz. И все сейчас заливаем в кастрюлю. Так, вода, сок, Yarım çay kaşığı limon tuzu. Ama ekşi istemezseniz koymayabilirsiniz. Мы еще добавляем лимонную кислоту. Но если вы 1,5 bardak şeker. 1,5 стакана сахара. По поводу лимонной кислоты, если вы не любите кисленькое, то можно не добавлять. Мы любим, чтобы было чуть-чуть с кислинкой. 1 bardak nişasta. Так, и вот добавили крахмал, последний из ингредиентов. Хорошенько все размешать. И сейчас ставим на Şimdi плиту bunu pişireceğiz. и будем варить до загустения. Постоянно мешайте, потому что крахмала очень много и очень быстро оно загустевает. Evet. Şimdi lokumumuz kaynıyor. Kaynadı. Bakın koyuldu. Смотрите, Böyle буквально bu 5 dakika kısık ateşte pişecek. где-то 5 минут только прошло, и смотрите, какой густой. Еще где-то около 5 минут. Кто-то готовит даже 20 минут, вот так потихоньку-потихоньку. Вся жидкость испаряется, и он получается такой, знаете, как прям магазинный, густой. Но мы же не будем столько держать, мы где-то минут 5 только покипятим, поварим. И потом будем разливать в посуду. Evet, lokumumuz oldu. Şimdi bunu tepsiye dökeceğiz. Оно такое густое, и прям вот göster böyle kaşık nasıl как жвачка. Видите, какое оно густое? Минут 7 прошло. Может 10. Вау. Сейчас взяли вот такую форму. Она у нас влажная, мокрая. И сюда будем сейчас выливать. Можно посыпать, например, сейчас кокосовой стружкой. Можно посыпать кокосовой стружкой. Можно потом это сделать, как хотите. Пока мы делаем так. Влажная форма. Заливаем сейчас. Muzu döküyoruz. Видите, какой он стал. Можете попробовать около 20 минут, вот так помешивая его, варить. Потому что чем больше жидкости испарится, тем более он такой тянучий получается и похожий на тот, который в магазине продается. Или на турецких рынках. Смотрите, какой он прям, вау, класс. И вот так разровняем. Разровняли и оставляем его остывать. И потом можно его или в крахмале обваливать уже, когда она стынет, или в кокосовой стружке на любителя. Lokumumuz dondu. Kesiyoruz. Спустя буквально, наверное, 15 минут он уже остыл, и мама его режет. Bunu istediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz. Можете порезать такими кусочками, которые вам больше нравятся. Маленькими, средними, побольше. В общем, как вам больше нравится. Перевернули и теперь режем так, чтобы были квадратики. Остывает моментом очень быстро и застывает в том числе. Hindistan cevizi. В одну тарелочку насыпали кокосовую стружку.
Да, чучук olabilir. Можно немножко поменьше разрезать, ama sorun değil anne, tamam. Şöyle kuş lokumu. Şöyle de olabilir. А это сейчас обсыпали просто крахмалом, кукурузным крахмалом, на котором и заваривали. Вот так это все обсыпаем, немножко, знаете, припорошили, перемешали так слегка. И все, оставьте их немножко подсыхать, можно накрыть салфеточкой. И когда они чуть-чуть еще больше подсохнут, тогда они получатся снаружи такие чуть-чуть потверже, а внутри будут супер мягкие, такие тянучие. Очень вкусные. Точно так же, когда вы заливаете, например, готовую эту массу, вы можете повтыкивать, например, туда различные орешки. Вот, можно придумать всякие разные вкусы, разные сочетания, и будет очень даже интересно. Поэтому все дело за вашей фантазией. Так что обязательно готовьте. Надеюсь, что этот рецепт вам понравился. Если так, то не скупитесь на лайки, делитесь видео в соцсетях со своими друзьями. Пускай они также приготовят эту вкуснятину. На этом все. Всего хорошего. Пока-пока. Будьте счастливы.